Всех рад приветствовать. Канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя. И вот решил я с вами поделиться немного своими, так сказать, знаниями 35-летними. Да. Возраст не молодой, не старый, вот, но до 35 лет дожил. Это Мурат. Были разные ситуации, как бы и на дорогах, и в пешеходах. Вот, ну, стараюсь как бы учиться на ошибках, не допускать то, что происходит сейчас на данный момент на дорогах. Это и со стороны водителей, со стороны пешехода. Вот, скажу вот именно за свой регион, за Новосибирск, то что у нас очень часто участились ситуации, когда попадает человек под машину разных возрастов, и дети, и взрослые люди. Вот, Новосибирская область. Не знаю, как в других регионах, но как бы решил записать видео, поделиться маленько своими знаниями, вообще, какой вывод я сделал. Тоже я же передвигаюсь ногами, не всегда езжу на машине, как бы мне тоже приходится ходить и через пешеходные переходы, и через светофоры, и по дворам, и в разную погоду. Вот, ну, мне проще всего это делать, когда я, вот, допустим, знаю, как водитель может это видеть за рулем. Вот, но опять же, водители бывают разные. То есть я, допустим, это вижу, а кто-то может отвлекаться во время движения, да, или или еще что-либо. Вот, красиво, конечно, говорить не могу. Как смогу, так расскажу, объясню. Вот, ну, за все мое время, сколько я живу, свои 35 лет, ни разу не попадал под машину, под поезд, под трамвай. И, ну, это не значит, что я хожу прям где положено и соблюдаю правила, потому что иногда приходится доверять себе, чем этим светофорам и зебрам. Есть некоторые участки дорог, где ты решаешь сам, как тебе быть. Поэтому ролик вот именно будет об этом, как в каких-либо ситуациях безопасно перейти дорогу. Это не обучалка, это не какая-либо там, как у нас сейчас наша в новое время, это сейчас пропаганда там или еще какую-нибудь хрень. Ну реально бывает как бы и такое, мозги промывают. Вот. Это просто жизненные советы такие, как бы. Вот, а тема касается именно людей, кому, допустим, там уже хотя бы ближе к совершеннолетию, возраста примерно моего возраста, и не старше, уже, не старые сильно люди, которые не могут самостоятельно, допустим, там перебегать даже. Иногда надо скорость увеличивать. Не всегда ты будешь ползти здесь. То есть как-то вот, наверное, от 18 до лет 70, наверное, я не знаю. Хотя и в 70 лет бодрые люди есть. Ну, в общем, кому может это пригодиться, смотрите. Ладно, давайте приступим сейчас. Буду пояснять, как бы я записал несколько кадров, как я перехожу дорогу, бывает именно в разных ситуациях, на что я смотрю. Это очень важно. В общем, еще добавлю, перед тем, как начать всю эту тему. Значит, ситуация такая. Во время вашего, так сказать, пересечения чего-либо там, пешеходного перехода, светофора, вот, по дворам, если вы идете, желательно бы вот эти правила, там, как говорят, это он же должен, а не отсеять мимо. То есть тут как бы ситуация такая, решается либо ваше здоровье, либо ваши принципы. Вот, если вы чересчур принципиальный человек и ваш характер не позволяет, так сказать, переступить эту черту, то вам тяжело будет понять этот ролик. Вот. Поэтому предупреждаю сразу. Принципы к черту. Ролик посвящается тем, кому важна жизнь в гражданской жизни. Это касается именно гражданской жизни, как бы, поэтому и тема ролика, как бы, что важнее, принципы либо здоровье.
Вот. Ну, вот теперь можем и начать. Добро пожаловать во двор. Значит, ситуация во дворе такая. Как бы понятное дело, что в основном во дворах как бы всегда стоит знак, что, ну, как бы перемещение людей, там все такое, машины, ну, по правилам должны реагировать, водители смотреть по сторонам. Вот. Но бывает, дворы заставлены, и из-за машин ничего не видать. Понятное дело, как бы нормальный водитель, он будет двигаться со скоростью адекватной, чтобы как бы среагировать на ту или иную ситуацию, потому что всякое бывает, да даже кошка может выбежать. Вот. Поэтому во дворах, конечно, ну, машины, в первую очередь все зависит от машин, если так, по правилам. А если, допустим, тебе важнее твое здоровье, чтобы с тобой ничего не произошло, желательно бы, конечно, двигаться не посередке дороги, а где-то с краю. Вот. Также рекомендую движение ближе к припаркованным машинам, то есть не где-нибудь там к крыльцу или чего. Ну, если есть тротуар, конечно, ты можешь по тротуару идти, с тротуаром как бы намного проще, но не всегда есть тротуар, либо он занят, я не знаю, там не почищен, ситуации разные бывают. Поэтому, если есть парковка, желательно двигаться вдоль парковки. Вот, также прошу обращать внимание, значит, на машины, которые могут выехать из этой парковки. То есть, если ты движешься вдоль парковки, смотри внимательно на эти машины, чтобы резко ничто не стронулось на тебя, так сказать. Вот, перекрестки во дворах тоже желательно бы смотреть везде по сторонам. Вот, самое важное, конечно, это, чтобы у тебя не было наушников никаких, и чтобы ты не отвлекался на телефон. Если ты, конечно, там хочешь поговорить с кем-либо, лучше вруби громкую связь, там потише сделать, общаться, но ты должен обязательно слышать, что у тебя происходит сзади. Вот, потому что может ситуация быть разной. Машина с парковки выезжать, там плюсы зависит от того, какое время суток, если ночь. Вот, как бы. Тут дело не в принципах, а именно в ситуации, и тебе все-таки важнее твое здоровье, а не принципы, правда же? Вот, да, по правилам он будет неправ, по идее, да? Ну, по правилам. Но потом же тебе с этим жить. Вот, то есть, желательно бы, если где-то что-то касается именно дороги, начнем со двора, вот сейчас я начал со двора, вот, то в этой ситуации как бы желательно бы наушники не использовать и не отвлекаться, потому что, ну, как бы много ситуаций происходит именно во дворах, когда человек не слышит окружение. Вот. Ну и резко никуда не бежать. То есть вот сейчас вот на картинке, на видео я дохожу до перекрестка, получается это перекресток во дворе. Слева за газелью может поехать машина. Она может повернуть сюда, может туда, без разницы. То есть я сейчас буду переходить вот этот перекресток и обращать внимание именно налево, при этом слышать как бы звук сзади. Вот, слух обязательно, ну, как бы звук обязательно надо слышать окружение, потому что без окружения ходить бесполезно, всякое может произойти. Вот, как бы это такая самая важная рекомендация. Но если, конечно, есть какие-нибудь там пути обхода, тротуары, лучше, конечно, использовать их. По дороге желательно бы не ходить. Также, еще раз повторюсь, парковки вот эти, это все классно, но бывает такое, что вот машина стоит, и ты идешь, и она резко начинает страгиваться, при этом не убеждаясь, что кто-то, ну, допустим, даже это будет машина грузовая, да, у грузовой видимость плохая, они, ну, бывает резко стронутся, там все такое, то есть как бы
Просто нужен слух и внимание. Желательно бы держаться с краю, посередке не ходить. Все. То есть все вроде, в общем, все будет нормально. И быстро не бегать. Особенно вот эти перекрестки во дворах. Потому что машины бывают вроде не быстро едут, но при этом они могут куда-то отвлечься. Допустим, даже ситуация получится так, вот он смотрит влево, а потом резко вправо, а ты тут уже бежишь. Под него, так сказать. Вот. Ну, как-то так. Пешеходный переход. В адекватном случае, значит, переходим вот так. То есть приближаемся понемногу. Смотрим по сторонам. Видим, машина приближается. Останавливаемся, даем им понять, что я перехожу. И переходим мгновенно, не тупим. Все. Как делать нельзя. Тоже подходишь к пешеходному, пытаешься смотреть по сторонам и без остановки идешь. В этот момент слева может либо выезжать со двора машина, благо здесь человек, а так вот, то есть я не посмотрел влево и пошел. При этом я не остановился перед пешеходником. Обязательно надо остановиться, дать понять водителю, что ты переходишь, а потом уже действовать. Вначале я говорил о принципах. На данный момент это пешеходный переход, и они меня обязаны пропускать. Вот а теперь представь, если я сейчас пойду, что со мной будет. Да, этот человек пошел. Ну, бывает ты один, допустим, да? И может быть такая ситуация, что ты резко начинаешь идти, и, ну, тебя на капоте прокатит, как бы, понятным языком. Вот, поэтому лучший вариант, конечно, подождать. Потому что не все вот такие, которые сейчас едут, они не правы на данный момент. Я не хочу там показывать и демонстрировать там, ну, в плане, кто там нарушает что-либо. Вот, это современные водители. Я не знаю, какие они раньше были здесь. Вот, и как они в другом регионе ездят. Ну, имей в виду. То есть твои принципы должны быть ниже твоего здоровья. Поэтому никогда не торопись переходить. То, что ты подойдешь к пешеходному, это не факт, что тебе поклонятся и сразу тебя пропустят. Тебе надо выйти и показаться. И дождаться того человека, который становится первым. А за ним уже вся колонна. Вот. Вот это самое важное. Никогда не торопись. Данный момент это перекресток регулируемый, светофор, зебра, все как полагается, идем на зеленый свет. Казалось бы, все так здорово, все по правилам, все четко, да? Тут люди, хорошо так за спинами прятаться, да? Вот, но какой вот мой совет на данный момент, в данной ситуации? Стараться держаться подальше от края, потому что тут всякое бывает. Вот. Вообще, в общем, от дороги всегда держаться подальше. Не сильно далеко, так, чтобы ты хотя бы смог ее перейти, потому что ты можешь не успеть, если ты сильно далеко не будешь. Но при этом и не надо к краю подходить. Вот. Когда загорается зеленый сигнал светофора, вот, убедиться, что машины
слева и справа остановились. И тогда начинает движение. А не сразу увидеть зеленый и как робот пошел. Это... В общем, так делать не рекомендую. Следующий тип пешеходного перехода, который находится на перекрестке, тоже такой, я бы сказал, опасный пешеходный переход. Здесь надо смотреть в 3 стороны, то есть не просто влево-вправо, но еще и назад-вправо на данный момент. Как его переходить? Также останавливаешься перед ним, хоп, смотришь, пропускает. Еще раз смотришь, пропускает. Бывает, в твою сторону едут 2 машины сразу. Одна может слева, другая справа. Допустим, справа машина тебя пропускает ближе к тебе, а другая машина начинает обгонять эту машину. Поэтому, когда ты идешь, тебе надо, помимо как смотреться вот эти машины крайние, тебе надо еще за ними посмотреть, чтобы машина тоже пропустила. Вот. И тогда уже уверенно проходить. На данном перекрестке, помимо как по 2 машины оттуда, у тебя еще может машина быть поворачивать. Вот у меня сейчас она могла бы поворачивать справа. Вот куда сейчас машина поворачивает направо, вот оттуда тоже может выскочить машина. Поэтому внимательнее и не торопимся. Наушники здесь в сторону, музыку послушайте потом. Вот. Еще одна интересная тема — это железная дорога. Сейчас мы на данный момент наблюдаем железную дорогу от трамвая. Вот. Ну, суть та же, это как и железная дорога, допустим, для поезда и электрички, по идее, да? Вот. Желательно будет держаться от нее подальше, то есть не приближаться даже к краю, потому что трамвай может ехать сзади. Вот, ну, если, конечно, ты, опять же, тут все зависит от твоего слуха. Наушники желательно не использовать, потому что, как я и говорил, окружение — это важно, надо слушать все. Поэтому, ну, тут я как бы в основном демонстрирую, что нужно, что не нужно делать. То есть, допустим, были моменты, вот я иду, вот так идти нежелательно, опасно, большие риски. По железной дороге тем более. Самый оптимальный вариант движения рядом с железной дорогой — это на расстоянии. Если трамвай, то примерно хотя бы такое расстояние от трамвая. Если поезд или электричка, то еще дальше, потому что они пошире будут по габаритам. Вот. В следующем кадре я буду переходить сейчас железную дорогу. Вот, как видите, тут еще и машина разворачивается тоже. Вот. При этом я посмотрел направо, посмотрел налево, и тогда я иду. Но тут же идет и перекресток, еще и машины ездят. Тоже надо убедиться, что нет машин. Направо, налево. Ну, тут я уже сам от себя пошел, просто как бы круг сделал, развернулся. Вот, примерно так. Да. И пешеходам тоже нужен контроль, не только за рулем. Так что особо не расслабляйтесь, если хотите жить. Прежде чем перейти к следующим кадрам, в общем, там уже не будет зебр, там уже не будет светофоров. Получается, я просто показал вам там, как переходить, допустим, нерегулируемые места.
Вот. Это не перебегать дорогу, как многие делают, да, там, машины нет, все, побежал. Нет. То есть даже в такой ситуации надо аккуратно себя вести и уверенно это делать. То есть не вот так вот это на авось или повезет, не повезет. Вот, поэтому смотрите внимательно и запоминайте. На данный момент мы наблюдаем ситуацию, где я пытаюсь перейти дорогу не по пешеходному переходу и не через светофор. Вот. То есть это самый простой вариант, когда, допустим, нет машин. Просто посмотрел налево и направо и прошел, да? Вот. Конечно, удобно переходить дороги, когда движение небольшое, когда дороги не широкие. Вот. Но бывают разные ситуации. Значит, данный тип перехода вне правил, так сказать, рекомендовано только использовать на таких типах дорог. То есть где движение идет максимум 2 полосы в разные стороны, где ты можешь быстро проскочить. Вот. В городах, в больших городах очень много использовано дорог, где по 2 полосы в одну сторону. И там уже идут риски, поэтому там не рекомендую рисковать, искать лучше пешеходные переходы и светофоры. Ну а на таких дорогах, да, бывает у нас, вот, допустим, в городе пешеходных либо их нету, либо они далеко. И приходится переходить вот таким способом. Вот. Но это не есть хорошо. Ну, как бы, так сказать, действуем по обстоятельствам. Сейчас еще покажу несколько типов, как правильно еще можно безопасно перейти. На что нужно обращать внимание. Наблюдаем еще одну ситуацию, где я перехожу вне пешеходного перехода и вне светофора. Здесь уже движение пошло более насыщеннее, то есть на этом же участке дороги. Вот, получается, вот обратите внимание, как я перехожу дорогу. То есть помимо как проверить слева-справа, вот также пропускаю машину, которая выезжает на дорогу со второстепенной. Вот, то есть я иду с краю по тротуару, ну здесь не тротуар, здесь просто как тропинка натоптана. Смотрю влево, также смотрю справа вот эту машину, куда она движется, и смотрю там движение, что происходит. Также смотрю между машинами примерно расстояние. Вот, допустим, эта машина едет сейчас сюда, и какое расстояние между другая машина, сколько расстояния до этой машины, чтобы рассчитать примерно свой путь. Ну, как-то так. Здесь машин нету слева. Эта машина проезжает, смотрю вторую машину и смотрю, за ней машин нету. Вот. Я не жду, когда она проедет полностью. Я пытаюсь двигаться согласно ее скорости движения, чтобы мы с ней встретились вместе. Только чтобы она немного проехала. Вот. То есть я перебегаю дорогу, и при этом она только проезжает, и я сразу пробежал. Вот. То есть иногда приходится и так переходить. Так сказать, поймать реакцию. Ну, это сложный маневр, к этому надо привыкнуть со временем. Еще смотрим раз, только уже другой кадр. С другого места перехожу. Здесь вот видите, движение идет. Опять же, пешеходника нету. Я
Смотрю влево, смотрю вправо. И одновременно с этой машиной пробегаю. Все. То есть бывают ситуации такие, как бы, если ждать машину полностью, ты теряешь эти секунды. А бывает, движется колонна машин. Если вот расстояние вот между ними примерно вот как сейчас, и ты сможешь поймать эту реакцию, ну, это, говорю, это не сразу, это со временем уже нарабатывать, то ты можешь успеть пройти. Но при этом тебе не надо и либо сзади проходить сразу, либо спереди. То есть тебе надо вот именно как-то поймать скорость этой машины. Ну, не знаю, может, у меня как-то от водительских навыков это идет. То есть я вот ловлю ее перемещение. Сейчас вот машина поедет. То есть я сейчас не бегу перед ней. Зачем мне? Я же не мазохист. Но при этом я жду ее. И вот одновременно с ней начинает движение. Еще один нестандартный переход. Дорога уже более интенсивнее. Движение здесь более опасней. Вот. Сейчас, пока мы смотрим это в быстром ритме, это не пешеходный переход и не светофор. То есть я подошел вот с краю парковка, встал с краю и наблюдаю за происходящим. Мне надо перейти дорогу на другую сторону. Смотрю вправо, смотрю влево, смотрю, как движутся машины, какая интенсивность, вот это все. Ну, как видите, интенсивность хорошая. На парковке машина начала движение. Мне надо понять, куда она поедет. Поедет она влево. Ну, вроде как понятно, колеса туда повернут. Все, я ловлю момент. Смотрю справа, вроде более чище. Сейчас вот машина вот это будет приближаться. Это слева чисто. И бегу согласно вот этой машине. Почти в нее. Только не в нее, а одновременно с ней. Она проезжает, я перебегаю. Вот. Ну, теперь в замедленном виде. Как это происходит? Ну, для начала мне надо выбрать место, где я буду переходить дорогу. Понятное дело, что мне не выгодно с сугроба где-то выныривать. Я ищу более место такое свободное с краю. Это парковка. В городе очень много парковок, именно расположенных сбоку дорог. То есть я выбрал парковку, я подхожу к краю. Ну, не сильно прям к краю, но так, чтобы мне можно было перейти быстрее дорогу, когда наступит правильный момент. Вот. Сразу веду наблюдение, смотрю слева движение. Также смотрю парковки противоположно, чтобы никто не выезжал. Вот слева машины движутся. Подхожу к краю. Ну, мало ли, вдруг кто-то на парковку будет заезжать. Смотрю справа, тоже движение. Примерно смотрю скорость машины. Тоже это все учитываю. У меня как-то все это уже... Не знаю, это уже как у робота в программе, наверное. Оп, здесь слева машина начинает движение. Тоже смотрю, куда она поедет. В мою ли сторону, или от меня в противоположную. Вот, сейчас на данный момент она меня отвлекает, мешает. То есть мне надо понять, куда она поедет. Вот эта машина на парковке слева. Если она поедет в мою сторону, то мне придется, как бы, получается, я под нее залезу. Здесь вот тоже, видите, движение. Вот это расстояние между машинами, вот сейчас вот они едут слева, это опасное расстояние. Между ними нельзя перебегать. И вот тоже сейчас вот они едут. То есть, когда такое расстояние, лучше на дорогу не выходить. Это опасно. Слева тоже, видите,
движение идет. Ну, как видите, интенсивное движение. Все, я понял, что вот эта машина с парковки, она уходит влево. Вот, значит, теперь я наблюдаю вправо. Слева там движение уже не особо. Смотрю справа, вот машина первая едет. Вот. Я не тороплюсь бежать. Ну, слева, вот видите, тоже начинает движение. Ну, через меня. И при этом вот и машина вроде проходит, но встречка вот там, видите, вон едет. То есть, если я сейчас побегу, я опять буду рисковать. Мне это не надо. Я в этот момент смотрю слева, вроде никого. Машина выезжает, смотрю справа и пропускаю эту машину и иду на таран в нее. То есть не под нее, а в нее. Я ее пропускаю и сразу же перехожу дорогу. Ну, как-то так это работает. Ну и ближе уже к финалу, так сказать, уже все, что нужно, рассказал. Еще один момент, опять же, это двор. Неважно, может не двор, может какая-нибудь там дорога, где машины ездят, движения, тротуара нет. Желательно бы двигаться по встречке с краю. То есть так, чтобы ты видел машину, и она тебя видела. Вот. Не сзади, потому что у тебя сзади габариты не горят. Да как бы для машины, и она может тебя не заметить, да, допустим. И ты затылком ее не увидишь, только услышишь. Поэтому рекомендую не вот так вот двигаться, если есть возможность, конечно, такая, а именно вот по встречной полосе, если нет тротуаров. То есть, когда машина будет ехать на тебя, и ты будешь идти на нее, вы сможете друг друга контролировать. В крайнем случае, ты даже увидишь, если с машиной что-то не так, ты можешь хлоп и отпрыгнуть. А когда ты идешь к ней спиной, то ты по звуку не определишь, так с ней что-то либо не так. Вот, как бы тоже такой вот небольшой совет. Может пригодиться. Ну и пора подвести итоги. Вот, пожалуйста, место очень хорошее. Ну, где-нибудь в парке погулять. Там очень хорошо музыку можно послушать, попереписываться по телефону без проблем, как бы. Вот. Что касается там, где ездят машины, нежелательно бы этим заниматься. Принципы лучше отбросить в сторону и беречь себя, также своих друзей, товарищей, близких, которые рядом с тобой идут. Может такая ситуация получиться, что, допустим, они отвлеклись куда-то, но благодаря твоей бдительности, что ты не делаешь вот эти глупости, не отвлекаешься там, где не надо, ты можешь им спасти их здоровье. Вот, поэтому, значит, по пунктам: во дворах нужно обязательно слушать окружение и держаться края. Ни в коем случае не идти посередине дороги. Вот, также там, где перекрестки, где заставлено все машинами, допустим, если стоит машина, за ней есть дорога, не надо выбегать из нее сразу. Аккуратненько выглянул, посмотрел, никого нет, пошел дальше. Вот. Что касается пешеходных переходов, обычный пешеходный переход по прямой дороге. Шаг сделал. Не надо на пешеходный переход делать шаг, как там правила говорят. Ну как, ты можешь сделать, но тебя задавят, я тебе говорю, тебя собьют. Подошел, приблизился так, чтобы тебя видно было слева и справа. Все, дало себе понять. Ждешь, пока эти супер водятлы, которые есть вот на самом деле сейчас вот в наше время, вот, проедут все мимо тебя, а нормальные водители остановятся. И сразу ты увидишь, вот он вроде останавливается. Потихоньку проходишь. Если дорога не однополосная, если там, допустим, есть
место для обгона этой машины. Смотришь же на эту полосу, чтобы другая машина не обгоняла эту машину. Вот. Если там все уже остановилось и справа все остановилось, но это надо быстро все смотреть. То есть не вот так вот ты идешь медленно, да, там. Посмотрел, все в порядке, пошел. Не надо вот так ходить. Я понимаю, есть люди, у которых со здоровьем плохо, там, с ногами, инвалиды. Но если ты нормальный, как бы, здоровый человек, не надо вот так ходить по пешеходному переходу, вот, выеживаться. Типа, я такой король, меня пропускаете. Нету такого здесь сейчас на данный момент. Вот, кстати, из-за таких пешеходов еще бывает страдают нормальные пешеходы. Быстренько посмотрел, пропустили, пробежал, все, иди дальше, не мешай другим. Вот, что касается железной дороги, вот, железка, значит, есть железная дорога, где поезд, электричка ходит, там вообще опасно ходить вблизи даже 5 метров. Желательно бы искать обходы, а же если ты переходишь через переезд, там где переезд, там всегда есть перекресток, где проезжают машины. Не всегда есть переходные, ну да, сейчас мостики, все это есть, а бывает тут тебе приходится переходить там, где ездят машины. Поэтому помимо как влево-вправо на железную дорогу, надо еще посмотреть вперед-назад, так сказать, назад-вперед, чтобы машины тоже тебя не прижали. Вот, когда все спокойно, чисто проходишь, не надо ходить по железным путям. Вот. Нормальный человек там ходить не будет в наушниках. Это либо человек, который уже реально захотел, не знаю, ну, жить ему надоело. Вот. Это не геройство. Ну и рядом тоже с железкой желательно бы не ходить, потому что, тем более в темное время, ну, лучше, конечно, все это обходить. Вот. А примеры, которые я показал с перехода по нерегулируемым местам, это в крайнем случае, если, допустим, ну, совсем уже никак не перейти, там ни светофоров, ни пешеходных. Я просто показал, как можно переходить, как возможно это сделать, если у тебя позволяют твои навыки. Твое зрение, твой слух, реакция. Если у тебя на данный момент этого нет, вот, либо ты плохо слышишь, либо плохо видишь, либо у тебя там с ногами проблемы, либо реакции у тебя нет, потому что такая реакция, как у меня, она в основном вырабатывается у водителей. Вот, у меня водительская реакция, поэтому не удивляйтесь, что почему я так еще веду себя. Вот, но если у тебя нету таких навыков, то лучше не рискуй. Это все. Береги себя, самое главное. Принципы эти отбрасывай, смотри на дорогу, смотри окружение, слушай. Музыку можешь послушать либо где-то дома, либо, я не знаю, на лавочке посидеть где-то, либо, не знаю, ну на остановке постоять, да. Вот, ну и либо вот как сейчас вот прогулка, вот я гуляю в таких местах. Там, где идет движение транспорта, желательно бы иметь слух. Не только зрение, но и слух. Вот, учти, это касается не только молодых, но и взрослых, потому что взрослые тоже бывают такие глупости делают, еще хуже молодых. Все, это был канал ВТС Сибирь. Не забываем ставить лайки, остаемся на связи, кому ролик понравился. Ну, может, даже не понравился, как бы, это лично, как бы, из своего опыта, не надо мне ничего комментировать под видео, комментарии я закрою, меня учить ничему не надо, вот, я делюсь в данном ролике своими знаниями. Я понимаю, что будут кто-то не согласный, кто-то там еще что-то, вот, мне это не важно, вот, главное, что я смог записать наконец-то вот это, и может быть кому-то это придет на пользу. Вот, все, всем всего доброго, всем пока, до новых встреч.